Так, всем привет! Вы находитесь на канале Дипраша. Сегодня 3 марта. Весна уже официально началась. Время вечернее, где-то 6:30 вечера. Горы у нас сегодня практически не видны, они в дымке, в тумане. Вот это вот мой дом. Вот тут вот пришлось прорыть кротовую нору в страну чудес. Алисы только тут не хватает. Да, у меня закончился сухой песок. Огромный мешок я заготовил осенью. Больше, чем 50 килограмм он весит. Ну, не знаю, 60 или 70 сколько. Все я уже потратил к концу зимы. Вот приходится доставать мокрый и немножко его подсушивать. Это вот дрова поленница. Покупал 31 января утром. Вот она была в 2 раза выше практически. И вон там еще есть немножко особо тяжелых чурбаков. За 2 месяца они немножко подсохли. Вот тут я подсушиваю песок мокрый. Особо он, конечно, не сохнет, но хотя бы чуть-чуть. Ездил я с другом позавчера в райцентр в магазин. Он меня возил на своей машине. И немножко я забыл купить наполнителя для кошачьего туалета. Там, по-моему, килограмм 10 рублей 500 стоит. Наверное, можно было бы его взять, раз уж свой закончился. Хотя в деревне, конечно, покупать наполнитель — это нонсенс. Тут песка полно. Ну, как я уже говорил, я немножко лопухнулся. Надо было готовить 2 или хотя бы 1,5 мешка, а я приготовил только 1. Его на 2 котов не хватило. Так, вот у меня вот такая вот дорога всю зиму поддерживалась практически. Вон там он у ворот выше человеческого роста. А здесь, ну, где-то мне максимум по подбородок. В прошлом году, конечно, сугробы были повыше. Побольше приходилось работать. Но в этом году тоже немало. Вот здесь вот выше моего роста. Вот эти вот сугробы. Вот там вон закат солнечный. Это вот моя сосна любимая. В общем, астрономическая весна уже началась. Но фактически по ночам морозы под 20 градусов шпарит. Днем только немножко оттаивает на солнце. Температура уже приближается к 0. Ну, где-то -5, -4 бывает даже иногда. А ночью по-прежнему заморозки. Кот-малыш сидит дома. Кот-персик шляется, но уже последние разы ночует в основном дома. В январе и феврале он практически дома не ночевал. И даже днем редко появлялся, только на завтрак, обед и ужин. А вот последние несколько дней он ночует дома. Ночует дома, немножко спит, отдыхает еще днем. Но сегодня в 7 утра ушел, потом часиков в 12 пришел на обед, немножко полежал, поел
Поспал немножко и опять ушел. Вот вечера его уже нету. Еще нет, а его еще нету. Развеиваю мифы про кошачьи свадьбы в марте. На самом деле у котов деревенских свадьбы начинаются в самые лютые морозы. С самого конца декабря, январь, февраль, это все в разгаре. Все это время у них свадьбы. Все это время они размножаются. Вот эти вот 2 месяца, январь и февраль, самые такие свадебные. В эти месяцы персик дома практически не бывает. Вот только когда самые лютые морозы стояли, в конце февраля, 30-градусные, тогда 2 ночи он ночевал дома. Но морозы были больше, чем 2 ночи. Так что, ребята, кто вам там говорит в интернетах про кошачьи свадьбы в марте, это неправда. Если бы это была правда, то котята бы рождались в июне. Потому что беременность у кошек обычно, по-моему, 2,5 месяца длится. Поэтому апрель-май, вот они бы где-то в начале июня рождались бы. Но на самом деле они рождаются, ну когда? Ну, в марте, в апреле. Бывает, что в начале мая. Но не позднее. Потом еще второй раз уже осенью они рождаются. Вот весенние бывают, ранние весенние. И осенние пометы у котов, у кошек. А летних пометов у них не бывает обычно. Так что насчет мартовских котов вам это, ребята, врут. Может, они дерутся чаще в марте, я не знаю, и то сомневаюсь. Но гуляют они январь и февраль. В этом они похожи на налимов. У налимов тоже в самую лютую стужу идет икромет. В январе, в начале февраля у нас налим размножается, икру мечет. Ладно, все. На этом трындеть заканчиваю. Всем пока. Поздравляю с приходом весны.